Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня я решила сделать такое спонтанное, на самом деле у меня появилось желание записать видео с анализом гороскопа Аллы Борисовны Пугачевой. Ну как анализ? Посмотреть вообще, потому что буквально вот день-два назад вышло большое трехчасовое интервью Аллы Пугачевой. Я совсем недавно использовала ее гороскоп в своем курсе, который скоро должен выйти. Скоро я должна его анонсировать. И на самом деле запросов на то, чтобы посмотреть гороскоп Аллы Пугачевой, я получала очень много в свое время, и периодически мне люди пишут: не могли бы вы показать гороскоп Аллы Борисовны Пугачевой, что у нее там интересного в гороскопе. Поэтому я вот на фоне того, что вот было интервью, и на фоне того, что сейчас многие ее обсуждают, и это интервью в том числе, решила показать вам гороскоп. И такие яркие личности, как Алла Пугачева, которые имеют огромное количество поклонников, которые на слуху много лет, они, безусловно, должны иметь в гороскопе особенности, то есть какие-то признаки, которые будут говорить даже неопытному астрологу о том, что вот перед тобой выдающаяся личность, у которой большое будущее, потому что действительно не все добиваются огромных успехов, не всех имя на слуху, не все могут спустя годы держаться на плаву, грубо говоря, поэтому мы с вами сегодня посмотрим на какие-то яркие черты, которые указывают на то, что перед нами неординарная личность. Итак, начнем мы с первого дома гороскопа. И сразу же, когда мы открываем первый дом гороскопа, мы видим первый такой намек на то, что этот человек с какими-то будет очень яркими проявленными чертами, потому что у нас асцендент, то есть куспид первого дома гороскопа, находится в 9 градусах, и в 9 градусах у нас находится Луна на первом доме гороскопа. Луна у нас вот буквально, если мы посмотрим здесь, 9:07:54 это асцендент, 9:07:31 это Луна. То есть это настолько сильное влияние Луны на личность человека, а Луна это что? Луна это женская, материнская энергия, Луна это энергия сострадания, нервов тоже в том числе, психики, психологии. И, как правило, люди с Луной в первом доме гороскопа, они отличаются такой выраженной женской энергией, материнской энергией. И Луна это показатель психики, то есть такие люди очень часто сострадательны и переживательны. И поэтому это один из признаков, когда человек не может, допустим, молчать, не может не высказаться о какой-то ситуации, потому что этого человека очень часто трогает. И вот это интервью я еще до конца не успела посмотреть, но Алла Пугачева говорит о том, что к ней часто, естественно, поскольку она человек с определенными знакомствами, связями, влиянием, часто обращались и обращаются люди за какой-то протекцией, помощью, и она не может оставаться в стороне с таким положением. Луна у нас планета Варготама. Варготама это значит, что она во всех дробных картах находится в одинаковом положении. Если мы посмотрим гороскоп, который у нас отвечает за личную жизнь и за, это наш второй гороскоп, Навамша. Луна здесь тоже в первом доме гороскопа, в гороскопе карьеры Луна тоже в первом доме гороскопа, поэтому Луна как показатель психики, психического ответа, реакции человека в первом доме гороскопа, это очень сильная здесь планета. Помимо этого, в гороскопе Аллы Пугачевой Луна это Аматия Карака, показатель карьеры, профессии, статуса и репутации. Она находится в первом доме гороскопа. И опять же, то, что у нас находится в первом доме гороскопа, я своих учеников на курсе всегда учу, что все планеты в первом доме гороскопа нам максимально важны, потому что они максимально влияют на личность, а особенно, когда они находятся на асценденте. И если у нас в первом доме гороскопа Аматия Карака, то это один из показателей того, что для человека будет важна карьера, либо она ему будет удаваться. Еще одно очень яркое такое, Скорпион. И я вот смотрела этот гороскоп, тут, конечно, не так много прям схожих позиций, но все-таки этот гороскоп, потому что здесь Луна в первом доме гороскопа и Юпитер в падении в третьем доме гороскопа, я вспомнила принцессу Диану. Принцесса Диана у нас тоже восходящий Скорпион была, и Юпитер в третьем доме гороскопа в падении.
Этот гороскоп человека, который действительно должен был сделать сильную карьеру по многим причинам. И еще одна такая очень яркая деталь, которую мы должны с вами посмотреть, это еще одно положение Варготама сразу для 3 планет. Венера, Солнце и Раху. Ну, Меркурий здесь у нас немножко отстал, но посмотрите, в точном соединении Венера, Солнце и Раху. Венера, когда находится в точном соединении с Солнцем, в точном именно соединении, это положение называется Казими. Венера подсвечена Солнцем, Венера показатель талантов, Венера показатель творчества, и Венера как будто бы все таланты и качества Венеры подсвечиваются Солнцем. Такое положение, точное соединение из тех, которые вот я сейчас могу вспомнить, это американская ведущая Опра Уинфри, у нее точное соединение Венеры и Солнца. И такое соединение очень часто дает славу, успех, деньги, но, конечно, так как Венера у нас еще отвечает за любовь, а в личной жизни это не всегда плюс, потому что Венера в таком положении все равно сожжена. Но для материальных результатов это все равно очень хорошее положение. Плюс Солнце и Раху. Раху раздувает. Солнце у нас статус, Солнце у нас эго, яркость, Солнце самооценка. И это еще в знаке Овен, в знаке первых, в Накшатре Ашвини, которые тоже отличаются стремлением к лидерству, стремлением к первенству. И Венера, Солнце и Раху у нас по положению находятся в Овне не только в основном гороскопе, но еще и в гороскопе Навамша, но еще и в гороскопе D10, который отвечает за карьеру тоже. И поэтому это тоже очень сильные 3 планеты в гороскопе Аллы Борисовны Пугачевой, которые намекают сразу, когда мы откроем гороскоп, что здесь будет очень ярко выдающаяся карьера. Что еще интересно? Кету и Раху у нас на оси 1,7, то есть Овен, Весы. Весы, понятно, что это творческий знак, но сам по себе знак Весы еще в карьере может даваться таким образом человеку, что человек пробует реализовываться через команду какую-то. И как в случае Аллы Пугачевой, она начинала выступать в том числе во многих музыкальных коллективах, она много поменяла музыкальных коллективов, но по итогу стала сольной певицей. То есть, по сути, задача человека раскрыть свой талант и индивидуальность. Я очень много делала исследований по теме Раху Кету, очень много записывала видео и объясняла, и очень часто это наблюдаю постоянно, как это реализуется. Люди с Раху в Овне способны сделать что-то, что никто до них не делал, куда-то вот на какую-то вершину подняться, либо на какую-то глубину опуститься, либо совершить какое-то открытие. То есть это в прямом смысле человек под номером 1. На что хотелось бы обратить внимание, как периоды гороскопа у нас проигрываются с точки зрения того, что происходит, потому что у Аллы Пугачевой идет по гороскопу с 2020 года период Марса. И Марс в гороскопе карьеры находится в 10 доме, в падении, то есть планета говорит о том, что в этот период в работе могут быть какие-то трудности, то есть страдает каким-то образом статус и репутация человека, но здесь мы можем видеть, что в целом человеку может быть и тяжело, не всегда так легко все дается, потому что на самом деле здесь очень большое количество трудоголизма. Мы можем увидеть, что Раху в 6 доме находится. 6 дом — это труд, рутина, служение, и Сатурн в 10 доме гороскопа. То есть человек очень много работает, человек очень много старается сделать для того, чтобы добиться каких-то результатов. Из таких прекрасных положений еще в гороскопе карьеры здесь у нас Сатурн тоже управитель 5 и 4 дома гороскопа. Это йога карака в знаке своей экзальтации, тоже очень сильное положение. Поэтому в целом можно сказать, что это гороскоп человека, который действительно... Такой гороскоп невозможно пропустить, когда вы видите такие точные соединения планет, как будто бы весь мир ждал, или как будто бы звезды ждали, вот они выстраивались специально для того, чтобы родился в этот определенный момент такой человек. И, конечно, здесь еще хочется отметить, что по периодам у Аллы Пугачевой Марс идет до середины 2026 года в 5 доме гороскопа, что говорит и творчество, что говорит и о творчестве, и о каком-то перерыве в творчестве.
и о том, что вернется ли она домой, допустим. Но смотрите, с 16 января 2027 года начинается период Раху. Раху у нас иностранец, и Раху у нас стоит с Солнцем, с Венерой. Раху говорит о раздувании какого-то статуса, славы, возможно, о получении, там, допустим, гражданства другой страны. То есть вряд ли, конечно, с такими положениями Алла Пугачева вернется на родину, скорее всего, она останется за границей. Но как бы ее имя, как будто бы вот начиная с января 27 года оно начинает сиять. Не имя, а вот больше такая общественная какая-то ее реализация, может быть, там статус ее начинает очень сильно раздуваться. И про нее больше, может быть, допустим, будут говорить, больше будут как-то ей уделять внимание. То есть Марс, он немножко вот такой дает просадку. В данный момент идет даже, вот мы сейчас можем посмотреть, несмотря на то, что у Аллы Пугачевой такая немножко карьера на спад пошла, идет период Марс-Венера. Вот она, Венера, подсвеченная Солнцем, в сердце Солнца, можно сказать. И вышло это интервью, которое там очень быстро начало набирать просмотры. Сейчас все его обсуждают. Дальше у нас еще будет Марс-Солнце, тоже какая-то яркая такая, может быть, история, может быть, какое-то яркое проявление, может быть, какое-то яркое выступление, статус и так далее, и так далее. А дальше у нас еще там Луна и Раху. Ну что интересно, вот Раху у нас начнется, и Раху будет еще больше раздувать вот эту вот историю Солнца и Венеры. Хотя вроде бы уже там было много раз, что Алла Пугачева уходит на покой, больше не будет выступать, больше не будет давать концерты. И интересно то, что на самом деле Раху-то все равно, вот сам период Раху, который у нас еще впереди, он не про покой, он в шестом доме труда, ну он, конечно, и в шестом доме болезни, он в шестом доме служения, но все-таки он не про покой, он про какую-то активность. Итак, друзья, это спонтанное видео я заканчиваю, потому что я хотела обратить внимание на какие-то определенные точечные моменты, которые указывают на появление неординарной личности, да, на то, что этот человек, то есть как увидеть вот это вот там яркую судьбу человека, когда человек рождается действительно с какой-то миссией особой жизненной. И в том числе, кстати, если даже вот я не сказала, если посмотреть по тем же самым знакам огненным, земным и воздушным, и водным. Здесь у нас, посмотрите, у нас 1, 2, 3, 4, 5 планет в огненных знаках. Я записывала видео про знаки зодиака, если вы не смотрели, я вам еще предлагаю посмотреть, да, потому что это тоже как бы такая маленькая с виду черта, которая дает понимание о том, что человек будет гореть, человек будет полон идеями, человек будет стремиться к тому, чтобы что-то сделать, оставить после себя какой-то след, и это очень ярко видно в судьбе Аллы Пугачевой. Поэтому она в том числе говорит о том, что самое важное – это что ты оставишь после себя, хотя тут тоже можно было бы сказать, что, конечно, этот человек и про деньги тоже, да, что она и про деньги тоже в том числе, но все-таки вот это вот желание, стремление оставить после себя след, с учетом того, что здесь у нас управитель первого дома гороскопа в 5-м, Сатурн у нас в знаке зодиака Лев, и 4 планеты у нас еще в знаке зодиака Овен, то здесь, конечно, безусловно, такой один из основных мотивов – это оставить после себя какой-то след. На этом все, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Прошу вас поддерживать канал, не забывайте про лайки, про комментарии, пересылайте видео друзьям, если вам оно окажется интересным. И до новых встреч. Пока-пока.